В детстве я проводил лето за летом у бабушки в деревне, как и многие городские дети, родители которых пропадали на работе. Бабушкин дом был небольшой, но уютный. Было лишь одно колоссальное неудобство. С возраста моя бабушка стала храпеть по ночам, причем так, что стены тряслись, а так как я спал в соседней комнате за тонкой стенкой, то заснуть было почти невозможно. Нетрудно догадаться, как сильно я не хотел проводить очередное лето под адский бабушкин храп. Однако, когда родители все же привезли меня в деревню к бабушке, я в первую же ночь с радостью осознал, что она больше не храпит. Мое счастье омрачало лишь то, что она перестала печь мои любимые блины и делала вид, казалось, совершенно не притворяясь, что впервые слышит о том, что я вообще люблю блины. Да и в некоторых других своих проявлениях бабушка была как бы сама не своя. Вроде бы бабушка, а вроде бы что-то не так с ней. Но поскольку главным для меня было то, что она не храпела, меня это мало заботило. До той самой странной ночи, которую я не забуду никогда. В ту ночь, когда мы с бабушкой улеглись спать, она в своей комнате, а я в своей, через тонкую стенку я отчетливо услышал, как бабушка встала, пошла на кухню и включила там свет. Затем было слышно, как она ставит чайник и садится пить чай. Хлебает горячий чай из блюдечка, пошмыгивая носом в своей обычной манере. Потом расхаживает по кухне, убирая посуду на место и напевая любимую песенку молодости «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня». Она знала много таких песен. Затем она вышла из дома, плотно закрыв за собой входную дверь. Скрипнула калитка, и по улице раздались ее удаляющиеся шаги. Я лежал в недоумении, не зная, что и думать. Зачем, на ночь глядя, бабушка покинула меня? Как мне жить без нее дальше, в мои неполные 14? Но тут мои горестные размышления нарушил раздавшийся за тонкой стенкой оглушительный бабушкин храп. Всю ночь ворочаясь под грохот храпа, я не мог осознать, что произошло. Бабушка ушла, но при этом оставалась в комнате. Как же так получилось, что только выйдя за калитку, она начала храпеть за стенкой? А если вдруг бабушка на самом деле ушла, то кто тогда так самозабвенно храпит в ее комнате? А если она не ушла, то кто же встал с ее кровати и распевал ее любимые песни на кухне? Утром храп прекратился. Бабушка встала, пошла на кухню, и я отчетливо услышал, как она начала готовить мои любимые блины. Так продолжалось до конца лета, и все это время бабушка посматривала на меня с улыбкой и повторяла одну и ту же фразу: «Что ты так смотришь на меня, как сам не свой?» А как же я еще мог смотреть на нее, если она больше ни разу не спела ни одной своей любимой песни молодости за все лето?